Приветствую тебя, вьювер, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. В данном видео мы еще глубже погрузимся в изучение объектно-ориентированной парадигмы и познакомимся, пожалуй, с одним из важнейших и фундаментальных понятий — наследованием. И также в процессе изучения наследования мы еще немножечко получше разберемся с квалификаторами уровня доступа видимости в классах, которые мы уже использовали. Это private и public, но также еще с дополнительным квалификатором, который называется protected. Что ж, давайте откроем редактор кода, зайдем в директорию, которую я, как обычно, подготовил для изучения данной темы. И первое, что нам необходимо сделать, объявить так называемый базовый класс. Базовый класс — это класс, от которого будут наследоваться другие классы. То есть они будут перенимать его свойства. Ну, давайте пока его объявим, а потом я уже подробнее остановлюсь на том, что есть наследование и по какому принципу все это работает. Так, ну и давайте объявим базовый класс unit, который, например, будет иметь какое-то простейшее поле, например, health. Ну, опять же, мы предполагаем, что, допустим, мы пишем компьютерную игру, да, и это, соответственно, класс, который описывает нашего юнита, и у него есть поле здоровья. По дефолту вспоминаем, что по умолчанию в классах все поля являются private, то есть закрытыми. И давайте также мы объявим еще один метод, getter, который просто будет возвращать нам это самое поле health. Return health. Вот, и есть у нас, например, такой вот класс unit, базовый, да, со своим методом, но, предположим, у нас возникает такая дополнительная задача при разработке, да. Мы хотим объявить некий класс, который перенимал бы как бы свойства нашего класса, уже существующего, нашего класса unit. И вот в этом месте я хотел бы несколько подробнее остановиться на моменте вообще понимания того, что такое наследование и как следует, пожалуй, знаете, в абстрактном таком смысле его воспринимать. Как я вам рекомендую это воспринимать, как мне, по крайней мере, было проще, я предложу вам, так сказать, свое видение, ощущение этого момента. То есть, смотрите, когда мы говорим про наследование, по сути, мы говорим о том, что некий класс наследует от другого класса. И в этом случае речь идет о том, что мы как бы расширяем один класс, который является наследником, да, или порожденным классом, другим классом, который является базовым, от которого он в свою очередь уже наследует. То есть один класс у нас порожденный, и он наследует, расширяется за счет другого базового, или как его еще называют, суперкласса. То есть также можно это воспринимать как будто мы буквально перенимаем прямо свойства, то есть поля и методы другого класса. Но опять же, это будет зависеть от различных уровней доступа. От того, какое именно мы наследование, какой тип наследования используем, и какие спецификаторы указаны перед конкретными полями и методами класса. То есть public, private и также protected мы еще познакомимся, как я уже сказал сегодня. То есть буквально можете воспринимать, что мы расширяем один класс за счет наследования от другого класса. Мы его наполняем свойствами и методами, да, полями и методами этого класса. И вот когда речь уже идет о том, что мы хотим непосредственно объявить некий класс и занаследоваться этим классом от другого класса, что вообще нам необходимо делать? Я говорю сейчас непосредственно про уже C++, что нам надо писать, да? В этом случае мы что можем сделать? Мы объявляем новый класс. Предположим, мы хотим объявить класс org, да, то есть это уже не просто какой-то общий юнит, да, общего характера, а конкретный юнит, который, то есть является орком, да, и мы хотим перенять этим орком, этим классом свойства, которые есть у класса unit. В этом случае нам что необходимо сделать? Мы после объявления класса и его идентификатора, да, который является org, мы ставим двоеточие и указываем тип наследования. Тип наследования указывается с помощью квалификатора уровня доступа видимости, с двумя из которых мы уже знакомы, это private и public.
А третий пока что мы еще не затрагивали, и в типах наследования мы пока что в этом уроке, для того, чтобы не перегружать его информацией, потому что в противном случае, если мы все-таки будем сейчас изучать и квалификаторы уровня доступа и для наследования, и для полей, это будет очень тяжело для вас. Я думаю, что слишком громоздкая информация будет. Поэтому мы будем использовать самый простой квалификатор при указании типа наследования, это паблик, который дает полный доступ как бы. И далее мы указываем просто класс, от которого наследуем. То есть просто идентификатор классов. Ну, в данном случае мы хотим, опять же, напоминаю, занаследовать у класса unit. Так, далее все как обычно. И смотрите, что мы получаем с помощью такого вот наследования, да, с помощью паблик наследования. И предположим, если у нас есть private поле в нашем наследуемом классе unit. В этом случае, смотрите, давайте объявим экземпляр класса org, да, объект, org, для простоты. И, допустим, мы хотим вывести в консоль наш health, да, наше поле класса, у которого мы занаследовали орком. И мы видим, что мы не получаем доступа. Мы получаем доступ только к полю, которое является public. То есть, видите, мы к методу getHealth получили доступ у орка, потому что он public. А вот к полю, которое является private, вспоминаем, да, еще раз напоминаю, что по умолчанию у нас все private. То есть, грубо говоря, это все равно, что я бы написал вот так. То есть, это эквивалент. Но если хотите, могу для простоты так и написать, да, чтобы для простоты восприятия я имею в виду. И смотрите, теперь, когда мы обращаемся через точку, мы видим, что доступ мы получаем только к методу, который public. И к private мы не имеем доступа. То есть, мы можем вызвать метод, посмотреть, да, и таким образом получить косвенно, как бы через этот метод, доступ к нашему health. Но напрямую мы не можем этого сделать, напоминаю. Так, давайте я скомпилирую уже программу. Так, соберем ее и запустим. Видим, что через метод все у нас получилось. Несмотря на то, что класс org не обладает собственным методом getHealth, но так как он наследуется у класса unit, то он получил возможность использовать его метод getHealth и с помощью этого метода доставать поле, причем приватное поле класса unit. Но смотрите, а что если, предположим, мы хотим получать как бы прямой доступ к полю health? В этом случае мы должны сделать его паблик. То есть, если мы его сейчас возьмем и переместим отсюда, прям вот, ну, допустим, после метода его объявим, в этом случае нам теперь не обязательно пользоваться методом getHealth, мы можем просто через точку сразу достать это поле. Это, конечно, нарушает так называемую инкапсуляцию, сокрытие, да, безопасности нашего поля. Но, тем не менее, мы способны это сделать, мы можем это сделать вполне. И смотрите, еще я говорил в начале этого урока, когда только, да, видео стартовало, я сказал о том, что мы изучим дополнительный квалификатор уровня доступа видимости, который называется Protected. Вот давайте попробуем сейчас наш Health поместить в уровень доступа типа Protected. И вот теперь смотрите, мы потеряли возможность обращаться напрямую, когда это было с Health, когда он находился еще в паблике. Мы потеряли возможность, но теперь смотрите, что мы можем сделать. Понятно, что мы также можем обратиться к Health, но это не все. Вот предположим, если мы сейчас напишем у нашего именно класса org в публичной области видимости, опять же квалификатор используем public, его собственный getHealth. То есть такой же метод, который просто будет возвращать здоровье, да? И в этом случае именно из метода мы получим доступ к нашему health. То есть, смотрите, давайте я даже, знаете, как назову? Этот getHealth будет unit, ну, как бы дефолтный, да? А тут я назову getHealth org, для того, чтобы подчеркнуть, что мы будем вызывать именно этот метод, именно метод класса org. И вот теперь мы пишем org, getHealth org, и увидим при компиляции и запуске программы, что мы через метод получили
как бы возможность достать то поле, которое является protected. То есть мы не можем сделать это напрямую, но если у нас есть метод, мы вполне себе можем из этого метода достать наше protected поле, которое находится в наследуемом классе. То есть тот, который наследует у наследуемого класса, это protected поле может достать из своего метода, то есть внутри области видимости тела своего метода. То есть еще раз, ребят, смотрите, какой нюанс, то есть повторим еще разочек. Если у нас поле health является private, мы к нему вообще никак, вот я перемещу сейчас, видите, на меня ругается getHealth.org, ну, в смысле, я имею в виду, LSP на меня скорее ругается, а не getHealth.org. Вот, LSP ругается, что я не могу даже из метода внутри класса org, который наследуется от unit, обратиться к приватному полю. То есть к приватному полю может обратиться только сам класс и его метод, то есть непосредственно его инстанс, да, а так как я говорю уже про класс org, здесь мы этого сделать не можем. Это в случае приватности, да, когда у нас поле является приватным. В случае с пабликом все вообще, то есть отовсюду можно, вот я перенесу сюда, то есть отовсюду можно получать доступ даже напрямую, то есть мы можем просто сразу org и прямо отсюда health достать. Но это опять же нарушает так называемую инкапсуляцию, то есть не очень безопасно, хотя это отдельная, знаете, тема для разговора, и тут можно даже поспорить, насколько это все, что именно нарушает и нарушает ли. Но не будем сейчас, давайте пока разбираться конкретно, как это представляется в ООП парадигме, да. И последний вариант, еще раз, да, повторяем, то есть protected, новый квалификатор уровня доступа видимости. Здесь мы вольны получать доступ, как бы, ну, понятно, что и сам класс, естественно, способен получать к нему доступ, но при этом и изнутри метода класса, который наследует от этого класса, в нашем случае, опять же, org, мы тоже можем получить доступ. И смотрите, что немаловажно, давайте я тоже на этом сделаю акцент. Если я сейчас сделаю экземпляр класса unit и попытаюсь получить доступ к юниту, в смысле к health, я тоже не смогу этого сделать. То есть в случае protected, грубо говоря, мы имеем доступ только через методы. То есть даже если мы делаем экземпляр непосредственно этого класса, который обладает этим полем, мы все равно не можем получить к нему доступ. То есть только методы, либо метод самого класса, который обладает этим полем, то есть в нашем случае unit, либо изнутри метода класса, который наследует от этого класса unit. Вот такая петрушка. То есть еще раз, ребят, смотрите, паблик отовсюду можно, то есть абсолютно откуда угодно, просто через инстанс, через точку напрямую, даже из класса, который наследует от нашего базового класса. Да, если что, кстати, такая терминология, привыкайте, что базовый класс, я уже сказал, да, от которого наследует, также его иногда могут называть суперклассом. Это бывает, наверное, не так часто, но тоже можете встретить такое определение. А класс, который наследует, его называют еще... кстати, и также еще можете вспомнить случай с базовым классом. Смотрите, 3 варианта. Базовый класс, суперкласс и еще родительский класс. Вот. А в случае с классами, которые наследуют, могут быть какие варианты? Порожденный класс, класс наследник и также класс этот child, ну, как бы ребенок, да, но обычно так не говорят, типа child говорят, или наследник, как-то так. Я предпочитаю базовый класс понятия использовать и порожденный класс. Мне как-то так, ну, интуитивно понятнее, что ли, не знаю, ну, просто привычнее. Там уж просто если встретите в ООП, то есть бывает и такое определение, и другое определение, не путайтесь, просто запомните, базовый класс, либо, ну, опять же, я по-своему называю, базовый суперкласс, либо родительский класс, и класс, который наследуется, это либо порожденный класс, либо класс наследник, либо child класс. Вот, ну опять же, child по аналогии parent класс, может быть на английском базовый класс. Вот, это что касается терминологии. Все, ребят, в принципе, поковыряйте. Смотрите, еще раз, я сосредоточу свое внимание на том, что я в этом уроке не разбираю другие
типы наследования, да, я разбираю паблик как самый базовый, простой и, наверное, который вы чаще всего на самом деле будете использовать. А в случае с другими типами, а они есть, то есть вы можете использовать квалификаторы уровня доступа видимости, вот эти, да, которые мы использовали пока что только для полей класса, вы можете использовать в случае с наследованием, то есть здесь ставить не паблик, а private или protected, причем private, по-моему, по умолчанию используется, если его не указать, вроде бы будет private, если я не ошибаюсь. Вот, но я сейчас не буду давать вам этот материал, потому что если я его сейчас вам вывалю на голову, то, скорее всего, будет слишком громоздко, слишком трудновато и так далее. То есть пока что разберитесь, вот есть базовый вариант наследования, который чаще всего наверняка вы будете встречать паблик, и 3 квалификатора уровня доступа видимости, которые будут у базового класса. И что будет происходить, если вы попытаетесь из класса наследника, да, из порожденного класса обращаться к ним. То есть, еще раз напоминаю, да, я, может, повторяюсь по 10 раз, но я просто хочу, чтобы все запомнили. Паблик, если мы обращаемся отовсюду, можем достать его, то есть в случае с пабликом, и из инстанса самого класса, где находится это поле, и из инстанса класса порожденного тоже напрямую, просто через точку, никакие методы, ничего не нужно. Если protected поле, то уже мы не можем доставать его ни из нашего инстанса базового класса, ни из инстанса порожденного класса, и можем только через методы, как через метод базового класса, так и через метод порожденного класса. Но как только мы делаем поле private, давайте еще раз его перенесу в private, все, мы закрываем поле от порожденных классов, мы даже не можем уже получить доступ через метод этого порожденного класса, да, в нашем случае org, и можем только через метод нашего базового класса. То есть сам он тоже, естественно, не может через точку напрямую получить доступ, но только через метод базового класса. Вот такие вот варианты. То есть поиграйтесь, ребят, я вам, в принципе, показал, а вы еще можете у себя, естественно, все это объявить, пообъявлять класс, ну, разные поля, можете прям несколько полей написать здесь еще поле там, другое какое-то, например, дамаг у нас, естественно, есть у нашего юнита, да, и в этом случае, вот если мы возьмем сейчас рядышком прям напишем get damage org, и в этом случае мы, естественно, получим уже доступ к дэмэджу, и на контрасте мы видим, что вот к дэмэджу мы получили доступ, потому что это protected, да, и мы можем методом нашего порожденного класса достать его. А вот к health все еще, да, не можем, естественно, и никогда не сможем, если, конечно, компилятор плюсов не перепишут и всю парадигму не переосмыслит зачем-то. Вот, так что, ребят, поиграйтесь с этими моментами, прям пообъявляйте, потрогайте, так сказать, через разные уровни доступа, через методы, через точку, и вы все запомните. То есть просто это буквально посидеть часик-другой и потыкать разные варианты, и все у вас получится. Понимание обязательно придет. А, наверное, на следующем уроке мы немножечко расширим, опять-таки, наш функционал в плане понимания объектно-ориентированной парадигмы. Я познакомлю вас с Friendly функциями и классами, и потом мы уже придем, у нас будет достаточно, так сказать, багажа интеллектуального, да, в понимании объектно-ориентированной парадигмы, наследования и спецификаторов уровня доступа видимости, и мы познакомимся с другими типами наследования, и как они ведут себя при комбинациях различных, когда у нас есть поля private, public, protected, и, соответственно, различные комбинации public, private, protected в плане типа наследования. Вот, это там уже будет много как бы вариантов, вы к тому времени должны уже, ну, я надеюсь, изучите базовые вот эти вещи, которые я продемонстрировал в этом уроке, вы уже будете знать friendly функции и классы, и все это можно будет, так скажем, саккумулировать, собрать воедино и сделать определенные выводы. Главное, ребята, вот разберите как следует вот эти базовые, как бы, спецификаторы, как они работают с базовым наследованием Protected. Но опять же, базовое наследование Protected — это, я говорю, не совсем корректно в плане того, что вообще-то базовое без указания спецификатора является опять-таки private, как я говорил, но поверьте, чаще всего, когда вы будете работать с ОП, вы будете все-таки паблик наследования, поэтому я говорю по логике, которую вы встретите объективно в реальном, так сказать, мире, в реальной ситуации. Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Если вам нравится контент,
контент, который я делаю, то поставьте мне, пожалуйста, лайк под видео, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, контента будет еще масса. Еще раз напоминаю, что я также являюсь стримером. Вы можете найти ссылочку на мой канал на Твиче в описании под большинством видео, которые я делал за последнее время для Ютуба. И также добро пожаловать в комментарии, если есть какие-то пожелания, дополнения, адекватная критика, пожалуйста, я к адекватной критике всегда готов. В принципе, все, ребят, на этом все. Много говорил в этом уроке, но просто я хотел, чтобы вам было максимально понятно, поэтому много всего наговорил и много где-то, может быть, повторялся. Все, еще раз спасибо вам за просмотр, удачи вам в обучении и пока.